Дорогие друзья, 14 февраля 2026 года – это момент, который меняет правила игры для мира и для каждого из нас. А связано это с важным переходом Сатурна в знак Овна. Сатурн, планета кармы, ответственности и законов реальности, окончательно выходит из Рыб и вступает в Овен, знак действия, инициативы и личной силы. Именно здесь начинается цикл, где иллюзии больше не работают, где оправдания теряют силу, а каждое действие проверяется на прочность. Сатурн в Овне не про осторожное планирование и не про медлительность. Он требует полной принятия ответственности за каждый свой шаг. То, что раньше можно было отложить, скрыть или отмахнуться, теперь станет явным, и последствия будут ощутимыми. Мир, системы, коллективы и личные судьбы все пройдут испытания на зрелость. Для кардинального креста Овен, Рак, Весы и Козерог – это особенно чувствительный период. Вам придется брать на себя лидерство, делать выбор и нести последствия. Ошибки, недосмотр или пассивность здесь не прощаются. Влияние этой энергии будет длиться 2,5 года. Она структурирует мир заново, выстраивает новые правила и отделяет реальное от иллюзорного. Важно понимать, что это не давление, а шанс доказать себе и миру, что вы способны действовать, брать ответственность и строить реальность своими руками. Кто воспользуется этим циклом, станет сильнее, а кто будет сопротивляться и ждать лучшего момента, столкнется с жесткой реальностью. Именно сейчас начинается проверка на зрелость, на способность действовать в сложных условиях. Давайте подробнее разберем саму суть этого цикла. Овен – знак действия, импульса и лидерства, а Сатурн – планета порядка, кармы и границ. Когда они соединяются, мы получаем вызов использовать эту силу осознанно или получить последствия от пассивности. Глобально данный цикл задает новые правила игры для всего мира. Лидеры, системы и организации все оказываются под проверкой. Политические и социальные процессы станут прозрачнее, а манипуляции менее эффективными. Финансовые, технологические и общественные системы, все они будут проходить испытания на устойчивость. Для каждого человека Сатурн в Овне задает простой, но жесткий вопрос. Ты готов отвечать за свои решения и за свои действия? Только честный ответ открывает путь к росту. Любая попытка обойти ответственность приводит к последствиям, которые сложно будет компенсировать. Данный цикл длится почти 2,5 года, и в течение этого времени каждый шаг, выбор и каждая инициатива формируют не только личную судьбу, но и пространство вокруг. Особое внимание стоит уделить тому, что одновременно с входом Сатурна в Овен в начале этого знака находится и Нептун. Соединение двух сильнейших архетипов создает редчайшую, почти эпохальную энергию. Нептун приносит идеалы, мечты и устремления, а Сатурн – проверку, реализм и ответственность. Проекты, обещания, личные планы и коллективные цели – все, что существовало только на словах или в надеждах, выходит на свет. Мир начинает проверять реальность намерений. То, что нельзя воплотить или за что вы не готовы нести ответственность, разрушится. Сатурн в Овне делает проверку жесткой, но справедливой. Каждое решение, каждая инициатива теперь измеряется результатом. Нептун, стоящий рядом, сначала может давать иллюзию возможности, а затем жестко обнажает правду. Фанатизм, пустые лозунги, ложные лидеры и проекты раскрываются быстро. И это вопрос кармы и реальности. Для отдельных людей этот период особенно важен. Те, кто полагался на надежду или ожидал, что все как-нибудь само сложится, столкнутся с обнажением иллюзий. А те, кто умеет брать ответственность и действовать конструктивно, увидят новые возможности, новые горизонты и новые направления. Сатурн и Нептун в Овне задают миру простой, но жесткий принцип.
Мечты должны проверяться реальностью, идеи должны подкрепляться действиями. Тот, кто видит реальность и действует честно, получает шанс войти в новый цикл с силой, уверенностью и ясным пониманием своих возможностей. Друзья, давайте подробнее разберем, какую кармическую программу несет Сатурн в Овне. Мы уже видим, что данный транзит необычный. Это период, когда каждое решение проверяется на прочность, а каждая инициатива несет последствия, видимые не только лично, но и в окружающем мире. И первое, чему учит Сатурн в Овне, это личная ответственность. Каждое действие теперь считается, каждое промедление фиксируется. Больше не получится скрыться за чужими решениями или ждать, что кто-то решит проблемы за вас. Именно здесь проверяется личная способность взять на себя лидерство в работе, в семье или в социуме. Лидерами не рождаются, их делают опыт, ответственность, и этот цикл – проверка на готовность быть настоящим лидером. Второе – это награда за честные действия. Те, кто смело берет инициативу, кто действует осознанно и не прячет слабости, получают шанс закрепить свои позиции, реализовать долгосрочные проекты и построить прочный фундамент для будущего. Сатурн в Овне создает пространство для роста, но оно доступно только через работу, дисциплину и ясное понимание своих целей. Любая инициатива, подкрепленная честностью и усилиями, получает поддержку судьбы и стабильный результат. Третье – жесткое наказание за иллюзии и промедление. Все попытки обойти ответственность, рассчитывать на случай и полагаться на чужие усилия приводят к последствиям, которые нельзя игнорировать. Ошибки проявляются через реальные события, провалы проектов, конфликты, потерю ресурсов и разрушение отношений. Этот период не про ошибки ради опыта, это проверка на зрелость, и цена промедления очень высока. Сатурн в Овне не прощает легкомысленность, потому что мир больше не терпит иллюзий и полумер. Четвертое – созидательная сторона. Сатурн в Овне открывает возможности одновременно. Он читает пространство от всего слабого, разрушает ненадежное и позволяет построить новое на прочном фундаменте. Те, кто действует смело и разумно, создают устойчивые структуры, проекты и стратегии, которые выдержат испытания временем. Это период, когда личные инициативы и системные изменения идут рука об руку, и каждый шаг имеет значение для будущего. Пятое – социальный и глобальный уровень. Сатурн в Овне влияет на лидеров, системы и институты. Те, кто полагается на иллюзии, на власть без ответственности, на обещания без действия, столкнутся с проверкой реальностью. Мир будет отделять настоящую силу от мнимой, честные действия от пустых лозунгов. Те, кто осознает свои возможности и действует честно, станут центром изменений и опорой для других. Кармическая программа Сатурна в Овне простая, но жесткая. Учиться брать ответственность, действовать осознанно, строить реальность на честности и дисциплине. Это не время для мягких решений, не для ожидания чуда. Это время для действий, проверяющих силу и зрелость. Каждое действие и каждая инициатива имеет последствия, но именно через них формулируется личная и коллективная сила. Те, кто понимает этот принцип и действует, выйдут из цикла сильнее, увереннее и готовыми к новым вершинам. А те, кто сопротивляется или ищет легкие пути, столкнется с неизбежной реальностью. А сейчас, друзья, давайте посмотрим, как Сатурн в Овне будет влиять на знаки зодиака в течение 2,5 лет. Овен. Сатурн в вашем собственном знаке. Это проверка лидерства и личной инициативы. Время брать полную ответственность за проекты и решения, запускать долгосрочные проекты и проверять собственную силу в действии. Промедление или сомнения сразу проявляются через результаты.
Сила, дисциплина и смелость станут вашими главными ресурсами. Те, кто действует честно и осознанно, получают шанс укрепить позиции и заложить фундамент для успешного будущего. Телец. Для тельцов открывается период переосмысления ресурсов и приоритетов. Финансовая дисциплина, пересмотр вложений и рациональное использование времени станут критически важными. Сатурн в Овне подталкивает к решительным шагам и к честному отношению к своим материальным возможностям. Те, кто сможет контролировать порядок и выстроить план, получают шанс на стабильный рост. Близнецы. Для вас Сатурн в Овне – это контроль информации и уход от неопределенности. Коммуникации, договоры, планы и знания должны быть четко организованы и проверены на практическую ценность. Промедление или рассеянность ведут к недопониманиям и потерям. Те, кто умеет собирать факты, анализировать и действовать быстро, получают преимущество и возможность укрепить позиции в работе и личных проектах. Рак. Для вас это период проверки эмоциональной зрелости и личной ответственности в семье и отношениях. Сатурн требует честного взгляда на свои обязательства и на роль в близком окружении. Эмоции должны подкрепляться действиями, а не словами. Те, кто умеет строить доверие и поддерживать баланс между чувствами и обязанностями, укрепляют личные связи и создают прочный фундамент для будущего. Лев. Для вас Сатурн в Овне – это признание реальной роли в коллективе и карьерная зрелость. Проверяются лидерские качества, способность вести команду и брать на себя ответственность. Пустая амбициозность бездействий обнажается сразу. Те, кто честно принимает свою силу и работает с дисциплиной, получают возможность укрепить позиции и реализовать проекты, которые раньше казались недостижимыми. Дева. Для Девы данный транзит открывает время практической реализации целей и структуры в планах. Фокус на здоровье, личные проекты и порядок в делах становятся ключевыми. Сатурн требует дисциплины и четкой оценки своих возможностей. Тот, кто строит планы аккуратно и действует системно, получают реальную поддержку и стабильные результаты. Весы. Для вас Сатурн в Овне – это проверка личных и общественных обязательств. Принятие честных решений в партнерстве и ясная граница между своим и чужим становится необходимостью. Любые попытки уклониться или скрыть ответственность проявляются через результаты. Те, кто умеет сочетать личные интересы с общественными задачами, получают возможность укрепить отношения и позиции. Скорпион. Для вас это время решений по инвестициям, финансовым и личным связям. Сатурн обнажает иллюзии и требует четкого анализа. Те, кто готов действовать осознанно, расставлять приоритеты и строить доверие, укрепляют позиции. Ошибки и промедления могут обойтись дорого, поэтому дисциплина и четкое видение целей становятся ключевыми. Стрелец. Для вас Сатурн в Овне – это определение личных границ и дисциплина в свободе действий. Время учиться говорить «нет», ставить приоритеты и действовать без компромиссов. Те, кто понимает границы своих возможностей и управляет ими честно, укрепляют позиции и создают прочный фундамент для будущих инициатив. Козерог. Для вас Сатурн в Овне – это период проверки амбиций и выстраивания долгосрочной стратегии. Сатурн требует честной оценки ресурсов, целей и планов. Те, кто умеет балансировать между желаемым и возможным, получают шанс на стабильный рост и укрепление личной и профессиональной позиции. Чтобы избежать нежелательных последствий, старайтесь не торопиться и действуйте обдуманно. Водолей. Для вас это время системного мышления и перехода к действиям. Идеи и концепции должны быть проверены практикой.
Те, кто умеет превращать планы в реальные результаты и действовать с дисциплиной, укрепляют позиции и создают устойчивую базу для будущего роста. Рыбы. Для вас это период закрытия иллюзорных планов и фокус на реальных целях. Сатурн требует честности с собой и способностей к самоорганизации. Те, кто способен расставить приоритеты, оценить возможности и действовать осознанно, получают шанс построить реальные результаты, укрепить личные позиции и двигаться к устойчивому будущему. Дорогие друзья, Сатурн в Овне – это не просто транзит, это эпохальный вызов и возможность одновременно. Для всех знаков ключевой урок один. Действуй осознанно, бери ответственность и используй свои ресурсы честно. Те, кто способен принять этот вызов, выходят из цикла с новой силой, ясностью и устойчивой опорой для будущего. И именно ваши шаги определят, какие возможности станут реальными. Время взрослеть пришло, и ждать больше нельзя. Друзья, если прогноз вам понравился, поставьте лайк и подпишитесь на Астроквазар. Не пропустите гороскопы на 2026 год для каждого знака зодиака, а также и прогнозы на январь. Спасибо, что следите за знаками судьбы вместе со мной. С вами был Игорь. До скорого!